Когда звезды еще были молоды, а мир лишь замыслом, они решили создать сад. Им нужна была почва, способная удержать корни, и рука, что станет заботиться о ней. Так появилась Цзибай. Она родилась не из тела и не из времени, она родилась из плана. Ее миссия была проста. Если земля плодородна, цветы радости расцветают. Если земля испорчена, ее нужно очистить. Свет утренних звезд сиял ярко и строго. Он не выбирал отдельных цветов и не сожалел о тех, что сгорели под его жаром. Цзибай не сомневалась в этом порядке. Но однажды перед ней появился знак, символ 3 лун. Его принесла тень, которую называли временем. Это был новый путь, стать не только посланницей звезд, но и луны. Она не приняла знак, она не понимала, зачем саду второй свет. Однако со временем она стала замечать различия. Свет звезд освещал сад сверху, широко и беспристрастно. Лунный свет был иным. Он склонялся к корням, проникал в глубину и приносил покой тем растениям, что были обожжены. И впервые в ее сердце возник вопрос: чья любовь более священна? Много тысячелетия спустя она спустилась в мир смертных. Там существовало древнее королевство Лан-Гань, страна песчаных кристаллов и драгоценных камней. Земля была суровой, но люди были трудолюбивы. Цзибай научила их возделывать почву, научила ткать шелк, научила хранить зерно. Поля зазеленели. Урожаи стали щедрыми, амбары наполнились до краев. Люди начали поклоняться ей как богине плодородия. Она не искала поклонения, но глядя на золотые поля и слышала смех детей, она ощущала тихую теплоту. Когда урожай погибал от засухи, она чувствовала тяжесть. Но ее миссия не включала скорбь. Она спрашивала себя: как может почва чувствовать? У нее был друг. Он выглядел как человек, но мог двигать горы, наполнял моря и крошил нефрит в пыль. Он знал древнее искусство отсечения 3 смертных «я» – страха, гнева и желания. Он предложил научить ее. Она попыталась и не смогла. В ней не было нечистых мыслей, которые можно было отсечь. Друг лишь улыбнулся и сказал: воля небес меняется. Белые облака становятся серыми псами. Она не поняла этих слов. Потом небо развергнулось. Война пришла извне. Темная злоба прокатилась по небу, и небеса решили очиститься от зараженной земли. Под ударом оказался Лан-Гань. Цзибай видела, как сияние, которое считалось священным, обращает горы в пепел. Она слышала крики, она видела страх. В тот миг сад перестал быть садом, он стал домом. И в ее сердце родилось чувство, которых прежде не было: страх, скорбь, гнев. Она отсекла их, так же как ее учил друг. И в тот же миг пошла против небес. За неповиновение ее дух был рассечен на 3 части. Ее сущность заключилась в ложной луне, месте, где время почти остановилось. Она не умерла, но и жить не могла. В пустоте она начала считать: 3, 5, 7. Если считать, значит помнить, что существуешь. Сотни, тысячи. Имена начали стираться, лица исчезать. Но она продолжала считать. Даже если имя забудется, числа останутся. Одна из ее отсеченных сущностей обрела свободу. Ее стали называть белой лошадью, адептом, Цзи Сяо. Она помогала смертным и скакала сквозь века, не зная узды. Она была беззаботной и свободной, словно ветер. Но сама Цзибай оставалась во тьме. Прошли эпохи. Истинная луна вернулась на небеса, и ложная темница начала рушиться. 3 фрагмента ее души вновь обрели путь в мире смертных. Она вернулась в Лиюэ. Земля изменилась. Люди поклонялись другому богу. Обряды стали иными. Легенды исказились. Но камни Лан-Ганя лежали в основании гавани. Цивилизация не исчезла. Ее труд не был напрасен. Гнев угас. Осталась лишь тишина. Теперь она странствует по горам и рекам Лиюэ. Смотрит, как водопады падают с высоты Цинце.
Слушает ветер среди каменных лесов Гуюнь. Наблюдает туманы Цзю-Эюнь. Она снова берет шелк. Когда-то она научила людей искусству шелковых картин. Теперь она вышивает сама. Каждый стежок, как воспоминания. Горы, реки, облака. Однажды владыка Гео попросил взглянуть на ее полотно. Она отказалась. Картина еще не завершена. Мир продолжается меняться. И пока нить ее проходит сквозь ткань, сад живет. Цзэбай была создана для исполнения божественного плана, но она научилась любить цветы. И когда лунный знак вновь коснулся ее спины холодным светом, она поняла. Прежде чем звездное сияние поглотит ее окончательно, она может любить этот мир бесконечно. И этого достаточно.